Всем привет! Сегодня будем делать статуэтку Щелкунчика. Мне хотелось сделать его похожим на классического Щелкунчика из мультика, но все же добавить чего-то своего. И начну с ножек. Для этого я взяла непишущий фломастер и разрезала его корпус на две равные части. Конечно же, подойдут любые ровные палочки. Можно даже склеить между собой несколько бамбуковых шпажек. Для самой основы взяла небольшую прямоугольную коробочку и плотно набила ее бумагой. Это моя вторая попытка создания Щелкунчика. Первый раз я хотела сделать его в виде елочной игрушки из спичечного коробка. Но мне совершенно не понравились его пропорции и захотелось сделать силуэт более вытянутым. Такую основу можно, конечно же, сделать из деревянного бруска, но с картоном будет гораздо проще работать. Продела жесткую проволоку для того, чтобы закрепить будущие ножки. В качестве подставки взяла маленькую пластиковую баночку от детской массы для лепки. С внутренней стороны проволоку просто загибаю. Для придания прочности и для того, чтобы скрыть все швы на коробке, оклеиваю всю поверхность газетами. Газеты можно заменить малярным скотчем, и тогда вам не придется ждать высыхания клея. Треуголку вырезала на глаз, ориентируясь на размеры своей коробочки. Это гофрированный картон, он хорошо держит форму, но если его хорошенько размочить клеем ПВА, то края можно будет загнуть. Верхнюю часть можно также вырезать из картона или заклеить ее газетами. Обильно смазываю края клеем, чтобы можно было их загнуть и склеить между собой. Нос можно просто нарисовать уже при росписи лица. Мне же хочется сделать его объемным, и я рисую его акриловым контуром. Наносила его в 3 слоя с промежуточной просушкой. Вместо этого можно было приклеить треугольник из картона. Для того, чтобы сделать брюки формы галифе, оборачиваю верхнюю часть ноги ватой. Сапог тоже формирую из ваты, просто приклеив небольшой шарик. Для того, чтобы сгладить все переходы и сделать поверхность равномерной, оклеиваю бумажными салфетками. Руки я сделала из своей любимой массы для лепки воздушного пластилина. Их также можно было сделать из корпуса от фломастера, но я хотела, чтобы они были не совсем прямыми, а слегка изогнутыми. Подставку также набиваю бумагой, она зафиксирует проволоку и щелкунчик будет стоять прямо. Приклеиваю подставку на металлическую крышку. Изначально я хотела, чтобы она была в форме барабана, но у меня нашлась только эта совсем небольшая баночка. И щелкунчик на ней как будто балансирует. В общем, выглядит не гармонично, и подставку нужно увеличивать. Для этого просто соединяю верх и низ кусочками гибкого картона.
и оклеиваю все стыки газетами. Они не только скроют все пробелы, но и выровняют и придадут прочности поверхности. После того, как пластилин высохнет, его также можно обернуть салфетками, чтобы получился ровный край, как будто ладонь выглядывает из рукава. И пока руки сохнут, добавлю еще объема подставки, оклеив ее ватой. Сделаю букли для парика из газетной трубочки. Нарезаю 6 отрезков, равных ширине коробки. В моем случае это 1,5 сантиметра. И приклеиваю по 3 кудряшки с каждой стороны. Теперь основа готова к грунтовке. Если у вас нет специального грунта, то можно смешать акриловую краску с клеем ПВА. А для того, чтобы придать фигурке состаренного вида, сначала нужно окрасить всю фигурку в темный цвет. Но если вы не любите состаренные вещи и хотите, чтобы ваш щелкунчик был новым, то после грунта сразу приступайте к росписи. Лицо и ладони окрашиваю краской телесного цвета. Для парика выбрала не совсем белоснежный цвет, а такой с легким серым подтоном. Этим же цветом крашу и штаны. Обратите внимание, что краску наношу не ровным слоем, а так, чтобы проглядывал цвет подложки. Сзади парик будет присобран в небольшой хвостик. Насколько я помню, в мультике у Щелкунчика была именно такая прическа. Очертания глаз и рта предварительно наметила карандашом и уже после обвожу краской. Белки глаз и зубы также делаю не идеально белыми.
потому что белоснежный цвет как-то неуместно будет выглядеть на винтажной фигурке. Мундир и треуголку сначала хотела покрасить более ярким красным, но во время работы смотрела видео о Скандинавии. И как раз в этот момент рассказывали, почему шведские дома именно такого красно-бордового цвета, который, к слову, называется фалунский или фалюнский красный. Вот и я решила попробовать смешать похожий оттенок. Для этого просто смешала красный и бордовый. Наносила краску только в один слой. Мне нравится, что он не очень плотный и цвет подложки тоже виден. Контур глаз и зубы прорисовываю простым карандашом. Я посчитала, что так контуры будут выглядеть более мягко и не контрастно. Потому что если сделать очертания черным, то у Щелкунчика будет слишком агрессивное выражение лица. Такой прям злобный оскал. Глаза тоже решила нарисовать цветным карандашом. А сапоги сначала окрашиваю темно-серым цветом. И этим же цветом рисую зрачки. Нарисую рубашку. Провожу широкую полоску посередине, сначала более темным бирюзовым цветом. И пока краска не высохла, наношу более светлый оттенок. Точно так же рисую выглядывающие манжеты рубашки. Этим же цветом рисую глаза, потому что разукрашенные только карандашом, на мой взгляд, они выглядели блекло. Чтобы придать блеск сапогам, покрываю их цветом черный металлик. Этим же цветом рисую ремешок. И если наносить его без дополнительной темной подложки, он будет полупрозрачным. Краской для создания жемчужин рисую пряжку и пуговицы. У меня был выбор между серебристым и этим медным цветом. И я посчитала, что медный будет более выигрышно выглядеть на бирюзовом фоне. Этим же цветом рисую погоны и аксельбанты. Бантик в прическе можно также нарисовать или приклеить кусочек декоративной ленты. Перо я буду делать из готовых тычинок. У них очень красивое покрытие, такое же, как у сахарных ягодок. Воротник жабо можно также нарисовать, но мне хочется сделать его более объемным. Сделаю его из перфорированной ленты. Моя лента довольно жесткая, и если ее присобрать, то она будет сильно топорщиться. Поэтому делаю воротник из 3 отдельных элементов. Можно присобрать мягкое кружево и придать ему жесткость, пропитав клеем ПВА. Тычинки крашу бронзовой краской и оставляю высыхать. Нанизываю на бисерную проволоку бисер и скручиваю бантик. Также приклеила перо.
Сделала его из 2 частей, чтобы оно было попышней. Некрасивое основание закрываю пайетками. И если не нашлось подходящих по цвету, их всегда можно просто покрасить. После полного высыхания краски прорисовываю тени. Для этого разбавила водой краску черный металлик. Так тени получаются очень мягкими и не контрастными. Под разными углами краска отсвечивает, и такие тени будут выглядеть очень натурально. Заполняю молд с вензелями сильно разогретым термоклеем и оставляю застывать. Для того, чтобы руки сделать подвижными, не приклеиваю их, а креплю с помощью булавки. Наконечники серебристые и не подходят мне по цвету, поэтому просто их покрашу. А тем временем клей застыл и хорошо извлекается из молда. Конечно, можно заполнить молд любой самозатвердевающей массой, но у меня на тот момент не было ничего, кроме воздушного пластилина. Но он не очень подходит для таких вот тонких элементов, которые еще и нужно будет согнуть. Приклеиваю декор к подставке и покрываю всю поверхность той же бирюзовой краской. Опять же, начинаю с более темного оттенка. Наношу не очень равномерно, чтобы был виден цвет подложки. А более светлый оттенок наношу по выступам рельефа. И сухой кистью наношу бронзовый цвет, опять же только по выступам, подчеркивая рельеф. Такой эффект напоминает окисленную бронзу или медь. Теперь на фоне такой состаренной подставки весь остальной декор выглядит слишком уж ярким и новым. Его состариваю в технике сухой кисти все той же бирюзовой краской. Вот такой щелкунчик у меня получился. Я результатом очень довольна, ну а вашего мнения, как всегда, жду в комментариях. Всем спасибо за внимание, ну а мы продолжим подготовку к Новому году уже в следующем видео.